Приветствую всех на моем канале. Где-то 43 дня тому назад купил на eBay кассету с тестовыми сигналами и вот сегодня забрал ее на почте. Доставили из Великобритании в Беларусь королевской почтой. Это бытовая аудиокассета типа Maxell UR90 2005 года, записанная, как представил продавец, на кассетной деке Nakamichi ZX7, полностью обслуженной и настроенной, у которой уровень детонации не превышает 0,04%. Стоила она с доставкой НДС около 27 фунтов стерлингов, и это значительно дешевле профессиональных кассет, которые также представлены на том же eBay.com. Продавец на конверте, кстати, указал реальную сумму 13,5 фунтов стерлингов. Вскрываю. Я вижу, тут есть даже какое-то описание. Ну это вся распечатка именно со страницы товара на eBay. Это я все читал, это я видел. Вот такая калибровочная лента. Записано на Nakamichi ZX7. Various Calibration Test Tone. Dolby выключено. Скорость, азимут, калибровочная кассета. Кассета 2005 года, но еще разборная. На вложенном вкладыше представлены бренды магнитофонов, которые можно отрегулировать по этим тестовым сигналам. А их тут много разных для настройки скорости движения ленты, детонации лентопротяжного механизма и азимута магнитных головок. На ленте записаны сигналы разной частоты, в основном с уровнями 0 дБ, что соответствует 160 нановебер на метр. Именно индикатором с такой шкалой оснащена кассетная дека Pioneer CT777. И сигналы с уровнем минус 10 дБ, а также есть один сигнал частотой 400 Гц с уровнем 250 нановебер на метр. С помощью этой кассеты я хочу оценить настройки кассетной деки Pioneer CT777, несмотря на то, что этой марки нет в этом списке. Запись на эту кассету произведена только на сторону А, сторона Б чистая. Перед каждым сигналом есть речевые пояснения на английском языке. На первом этапе нужно отъюстировать азимут магнитных головок, записи и воспроизведения. Для этого на кассете имеется запись сигнала частотой 10 кГц с уровнем минус 10 дБ. Предварительно рекомендую воспользоваться демагнетизатором, чтобы снять возможную намагниченность головок. Это самый трудоемкий, точнее сказать, самый времязатратный процесс, так как магнитные головки выставляются в двух плоскостях с помощью трех регулировочных винтов. Нижним винтом изменяется угол головок по отношению к плоскости ленты, устраняя заломы ее по краям рамкой и добиваясь максимального уровня обоих каналов. Конечно, для этого понадобится еще зеркальная кассета и, возможно, специальные шаблоны. Левым и правым винтом выравниваются фазы синусоидальных сигналов обоих каналов при их максимальном уровне. При всей нестабильности транспортировки ленты в кассете все же удалось получить вот такую осциллограмму. И только после этого с помощью сигнала частотой 400 Гц и уровнем 0 дБ, записанного на эту кассету, убедился в том, что уровни сигналов воспроизведения в контрольных точках ТП3, ТП4 настроены в магнитофоне верно и составляют 184 мВ. Их можно контролировать с помощью мультиметра по шкале переменного напряжения и на экране осциллографа по значению среднеквадратичного напряжения ВРМС. Регулировка осуществляется подстроечными резисторами VR105, VR106. По инструкции же требуется сигнал частотой 315 Гц, но его здесь нет, в принципе он не сильно отличается от 400 Гц. А значение абсолютного уровня напряжения относительно опорного уровня в 1 вольт в указанных контрольных точках должно быть минус 14,7 дБ на вольт, что соответствует среднеквадратичному значению 184 мВ. При таких настройках размах сигналов на выходных гнездах кассетной деки почти 1 вольт. Я предварительно нанес метки маркером начального положения подстроечных резисторов, и они остались в том же положении. По сигналу частотой 3 кГц с уровнем 0 дБ убедился в верности скорости вращения основного мотора, с помощью которого осуществляется транспортировка ленты. Погрешность допустимая. И на этой же частоте 3 кГц или 3150 Гц проконтролировал уровень детонации лентопротяжного механизма, и он в рамках заявленных технических параметров до 0,56% DIN. По сигналу частотой 400 Гц с уровнем 0 дБ при намагниченности 250 нановебер на метр можно проконтролировать соответствие уровня сигнала значению плюс 4 дБ в развернутом диапазоне индикатора магнитофона.
Обращаю внимание на то, что на все настройки существенно влияет лента в кассете. Ее нужно рассматривать как часть лентопротяжного механизма. Сама лента и механизм кассеты оказывают влияние на стабильность контролируемых значений. С помощью этой кассеты с тестовыми сигналами я убедился в том, что изначально кассетная дека настроена верно. Ссылка, где я ее приобрел, есть в описании этого видеоролика. Благодарю за просмотр и до встречи на канале. Пока!